Всем привет, меня зовут Анастасия, я основатель агентства недвижимости Well Homes в Турции, город Мерсин. В сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами о чем? Как переехать в Турцию, сколько нам необходимо для этого денег, какие документы нам необходимо апостилировать в России и вообще, что нам необходимо для этого сделать. Я отвечу на все ваши вопросы, а пока вы смотрите наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставим лайк, колокольчик и не забываем писать в комментарии ваши вопросы, если у вас какие-то есть. А теперь поехали! Анастасия, предположим, что семья из 3 человек с несовершеннолетним ребенком собирается переехать на постоянное место жительства в Турцию. Что необходимо в плане подготовки? Какие нужны необходимые документы? Что нужно апостилировать? Ну, смотрите, для того, чтобы переехать в Турцию, что нам понадобится? Если у вас есть несовершеннолетние дети, обязательно нужно апостилировать свидетельство о рождении. Если вы в браке, свидетельство о браке. Больше других документов апостилировать не нужно. В них нет необходимости. Что нужно еще подготовить помимо документов перед отъездом? Еще, кстати, по поводу документов я хотела бы уточнить. Если вы переезжаете без второго родителя, но с ребенком, обязательно нужно получить разрешение от второго родителя у нотариуса в России или же в Турции. Второй родитель обязательно должен дать разрешение какое? Первое. Разрешение на получение вида на жительство, а также гражданство на территории Турецкой Республики. И второе. Разрешение на получение образования начального, среднего и высшего. Это университета. Что еще необходимо, кроме документов, я так думаю, только деньги. Потому что все остальные документы собираются все здесь. Это все несложно. Перечень документов очень простой, очень маленький, если мы смотрим на наши страны. Копия вашего паспорта. Если есть супруг, то ваше свидетельство о браке, без разницы, турок он или иностранец, свидетельство о браке нужно. Детей свидетельство о рождении апостилированное. Да и в принципе все. Здесь уже по факту покупаешь страховку, тебе заполняют анкету на всех членов семьи, заполняют анкету, делаешь фотографии, и, соответственно, да, экспертиза еще нужна. Потому что по туристику сейчас не выдают. Мы не знаем, будут давать, не будут. Но сейчас на сегодняшний день не выдают. Да и в принципе все. Вот и весь перечень документов, который необходим для получения вида на жительство. Раз уж мы заговорили о том, что помимо документов нам, конечно же, нужны деньги для переезда. Конечно. Сколько денег нужно для переезда в Турцию в 2023 году? Так, смотрите, на сегодняшний день, как я и говорила, что туристик уже не дают. Соответственно, нужно рассчитывать, что ваша квартира должна стоить от 75 тысяч долларов. 75 тысяч долларов на квартиру. На оформление квартиры всегда, вообще, я всем советую лучше брать с запасом. В среднем около 2-2,5 тысячи долларов на оформление квартиры. Это на уплату налогов, на всех уплату госпошлин, на переводчиков, на агентство недвижимости. Это с комиссией агентства недвижимости 2%. Вот совсем вместе 2,5, лучше берите 3 тысячи долларов. Пускай они будут, пускай они останутся у вас, а не так, что прям вот тютелька в тютельку мы посчитали. Всякое может быть. Госпошлина может в любой момент подорожать. Что еще там? Экспертиза может в любой момент подорожать. Страховка может в любой момент подорожать. Поэтому лучше брать с запасом. На вид на жительство нужно ориентироваться, то вам потребуется максимум 750, 1000 долларов, это на 3 человека, это тоже так же, прям вот так вот, прям с ушами хватит, это и на госпошлина, и на страховку на всех 3 человек. Фотографии, они там сколько? 100 лир стоят, копейки. И на сбор всех документов. Там, получается, еще попросят у вас, получается, экспертизу, которую мы делали уже, за нее второй раз платить не надо, если еще есть срок годности, потому что у нее есть только 6 месяцев срок годности. Если же, например, больше, значит, могут сказать, что делайте новую, это опять идет расход. Но если без этого мы купили там максимум в течение полгода, получаем вид на жительство, до 1000 долларов вполне достаточно на 3 человека вид на жительство. На чем лучше переезжать? На самолете или на личном автомобиле? Тут, получается, мне кажется, вопрос идет
комфортности, кому как нравится. Я переезжала на самолете, но мне и перевозить-то я сюда ничего не везла, потому что я, в принципе, мне это нафиг здесь ничего не надо. Здесь вещи, они здесь есть. Там техника, она здесь тоже есть. Зачем я буду таскать? Если, конечно, мне кажется, переезжают люди там с кошками, с собаками, там какая-то, я не знаю, эксклюзивная какая-то техника или мебель, они хотят ее сюда приволочь. Да, тогда на машине. А если вы переезжаете там, самое важное, вон, с 2 чемоданчиками, как это делала я, вообще на самолете это очень комфортно. А если я захочу на своем личном автомобиле приехать сюда, в Турцию, из России, я могу оставить автомобиль здесь? Да, конечно, Полин, ты можешь приехать сюда со своим автомобилем и оставить здесь на 2 года. Через 2 года ты должна его вывести. Но вывести так, что ты должна вывести, и если, например, ты хочешь его обратно завести, этот автомобиль, ты должна отсутствовать на территории Турции 6 месяцев. Минимум. Вместе с этим автомобилем. А какие есть легальные способы остаться в Турции? И есть ли вообще нелегальные способы? Можно ли остаться нелегально? Легальные способы — это, конечно же, получение вида на жительство при покупке недвижимости. Украинцы могут получить вид на жительство и по аренде. Им еще пока это не отменили. Вот. Какое еще? Рабочая виза. Оформить себе рабочую визу, это тоже возможно. Открыть свой бизнес. Точно так же вы можете легально находиться на территории Турции. Нелегально? Да, в принципе, можно. Стоит ли оно этого? Я думаю, что нет, не стоит. Лучше, как положено, там, жить там, где тебе это можно, а не так потом бегать за каждым углом. Хотя тут, в принципе, это не Россия и не Казахстан. Здесь нас не ловят, не вылавливают и так далее. Но все-таки, когда ты будешь возвращаться, тебе могут закрыть въезд в Турцию. И надолго. Такой вопрос еще есть, наверное, который сейчас очень многих волнует. Это предстоящие выборы президента в Турции. Влияет ли это как-то на проживание здесь иностранцев? Повлияет ли это? И стоит ли переезжать именно сейчас? Влияет ли на сегодняшний день на жизнь иностранцев в Турции? Вообще никак. Потому что, а что? Ну, выборы, да, хорошо. Так это же ихние, нас это вообще не касается. Что касается, повлияют ли выборы на дальнейшем, сразу скажу честно, на сегодняшний день многие наши соотечественники испугались одного высказывания, одного из оппозиций нашего президента. Он, получается, высказался, что если вы выберете меня, я запрещу продажу недвижимости иностранцам. Наши многие не знают, что для арабов другие условия по работе, по покупке недвижимости. Например, для сирийцев, для того, чтобы они купили квартиру, они не могут приехать и просто так, просто я вот захотел, мне эта квартира нравится, да хай, она стоит 20 миллионов лир. Без разницы, я дам, у меня есть деньги. Он не может. Для этого он обязательно должен открыть свою фирму. Только в этом случае. Также есть определенные договоренности с другими арабами, например, с Арабских Эмиратов, с Катаром. У каждого есть свои правила. Почему? Эти правила действуют уже очень давно, больше 10 лет. Потому что если бы они захотели купить Турцию, они бы ее купили. Поэтому они давным-давно эти ограничения стоят. Они не для нас, не для советского народа. У нас нет столько денег, чтобы купить Турцию. Это правда. А этим людям это очень важно. Также есть какие-то определенные политические взгляды и так далее. Это все, что он говорит, даже если хай он выиграет, допустим, он сделает более жесткое для тех. А как вообще в целом турецкий народ относится к иммигрантам в 2023 году? К иммигрантам это к нам имеешь в виду? К иностранцам? Да. Потому что в целом очень хорошо. Например, я могу сказать, по крайней мере, про Мерсин. Мерсинские жители очень рады, что сюда приехали много иностранцев, потому что, в принципе, это другая культура. Мы привезли сюда другую культуру. Они очень любят чужую культуру. Я могу сказать, даже вот как по моему ребенку, он учится в турецкой школе, в турецком классе. Когда в наших школах приходит иностранец, его начинают давить, гнобить, на него начинают нападать, пресс ему делают, что он чужой, он другой, он не похож на нас.
А здесь наоборот, здесь дети, вот как бы и учителя настраивают так детей, чтобы они наоборот к нему очень хорошо относились, чтобы он понимал, что он у себя дома. Когда я приехала сюда, я не знала турецкого языка, я вообще ничего не знала, мне было страшно, но благодаря людям, которые здесь живут, они, когда слышали, что я там говорю просто мераба, они: о, молодец, ты учишь, там, ты пытаешься учить. Говорят: да, надо. Какой ты можешь дать совет тем, кто вот-вот сейчас собирается переезжать? Самое главное, вообще, честно, я думаю, что уже давно пора уезжать. Но, когда вы уезжаете, вы должны понимать, на что вы будете жить. Для начала у вас должна быть подушка как минимум на 1 год хорошей жизни, не экономной. Подушка на 1 год хорошей жизни. Вы должны думать, чем вы будете здесь заниматься. Здесь работы много, реально очень много. Здесь возможностей очень много для открытия бизнеса. Но главное, должна быть подушка безопасности. Она просто необходима. У меня были такие люди, которые приезжали без копейки денег. Вот у них есть 65 тысяч долларов и больше нету. А на что они будут жить дальше? Они меня спрашивали. Мне кажется, даже подушка безопасности в любом случае всегда нужна, Да, где бы ты ни жил. в России или в Казахстане. Особенно, если ты с детьми живешь или Конечно. переезжаешь куда-то с детьми. Но бывают люди разные и странные. И вот так на последней копейке. Главное верить в себя и стремиться к чему-то. Не просто так ждать, когда там что-то упадет с неба. Нет, ничего никогда не упадет. Надо самому стремиться чего-то достичь. Настя, спасибо большое тебе за этот, я считаю, очень ценный совет для тех, кто собирается переезжать вот-вот. И я думаю, что каждый для себя найдет что-то ценное в нашем видео, потому что мы здесь подняли такие важные вопросы. Я тоже уверена, что всем будет полезно, потому что многие, как всегда, все закрывают, скрывают и так далее, и люди тыкаются на 1 канал, 2 канал, 3 и так далее, и в итоге они не понимают, с чего начать. А еще есть такое, что во многих видео есть такая, вот честно, вот прям брешь настоящая, вот прям брешут и все. Вообще непонятно, откуда они это все берут и так далее. Вот, я уверена, что вам это видео очень понравится. Ну вот и все. На этой ноте я думаю, что мы можем с вами попрощаться. Я уверена в том, что наше видео стало очень полезным для вас. В нашем видео мы старались выбрать именно те вопросы, которые нам часто задают наши клиенты, наши подписчики и так далее. Если у вас остались какие-то вопросы, что-то вы хотите узнать, пишите в комментариях, я лично на них отвечаю. Либо можете позвонить ко мне, написать ко мне на WhatsApp, я точно так же вас лично проконсультирую. Консультация у нас бесплатная. А теперь ставим лайки, подписываемся на наш канал. Ну и все, görüşürüz, пока-пока.